Поздним вечером в подвале старой городской больницы судмедэксперт доктор Ильин, мужчина с сединой в волосах и усталостью в глазах, готовился к вскрытию. Холод металла и резкий запах формалина стояли в воздухе, будто напоминали ему о прошлом десятилетии работы. На столах лежали тела двух мальчиков-близнецов, Артема и Алексея, 10 лет от роду, которых нашли мертвыми в их уютной комнате в пригородном районе. Их маленькие лица были спокойны в неком сновидческом выражении, будто они спали, а не стали жертвой трагедии. Они лежали в одинаковых пижамах, руки аккуратно сложены на груди, будто они действительно спали и дежурили во сне над своей обычной ночью. Ильин давно привык к безмолвию морга, к тихому теканию времени часов, к шороху перчаток и к тихим звонкам холодильников, которые напоминают о минувших сменах. Но в этот раз с ним была интерн. Марина, молодая и впечатлительная девушка, для которой это был первый день на практике и первый большой вызов в ее карьере. Она старалась сохранять самообладание, но волнение сквозило в каждом ее движении. Она ловко держала инструменты, но пальцы дрожали чуть заметно, и она нервно ловила дыхание, чтобы не проиграть в первый же вечер перед опытным коллегой. Они включили яркий свет, приготовили инструменты. Все шло по стандартной процедуре. Стерильность, порядок, методичность. Привычные жесты, которые помогали им не растеряться. Но вдруг Марина остановилась, напрягшись всем телом, словно услышала что-то за пределами смысла и логики. «Доктор», — прошептала она, оглядываясь, — «вы это слышали?» «Что именно?» — нахмурился Ильин, не отрывая взгляда от бумаг, где дежурные записи накапливали историю событий. «Детский смех. Здесь, в этой комнате. Тихий, но отчетливый», — прошептала Марина. Ильин прислушался, потом покачал головой. «Это может быть воображение. Первый день. Тишина. Все кажется громче. Такое бывает». Но Марина казалась потрясенной, будто увидела нечто недоступное разуму, и ее глаза блестели от неизвестной тревоги. Она медленно подошла к столу с телами, взгляд ее не отрывался от мальчиков, будто искала там ответ на вопрос, который не мог быть произнесен вслух. Она протянула руку, чтобы переложить ладонь Артема. В этот момент кожа под ее пальцами едва заметно дрогнула, словно молча ответив на нечто, что никто не произносил вслух. Она отдернула руку и вскрикнула. «Он пошевелился! Я чувствовала это!» Доктор бросился к телу, проверил пульс, посмотрел на зрачки. Полная неподвижность, холодная, застывшая кожа. Посмертные спазмы. Нервная система иногда выдает такие трюки. Не беспокойся. Но когда он уже поднял скальпель, готовясь к первому надрезу, мальчик снова дрогнул. В этот раз отчетливо. Пальцы шевельнулись. Марина закричала: «Нет, стойте, он живой!» Ильин опустил инструмент. Подошел ближе. Приложил ухо к груди мальчика. Секунды тянулись как вечность, и воздух в комнате замирал под тяжелым ожиданием. И вдруг слабый, едва уловимый ритм. Биение сердца. «Боже!» — выдохнул доктор. Он кинулся ко второму мальчику. И тот живой. Их спасенная уверенность, как свет в темноте, далась ему с трудом, но теперь она стала реальностью, которая требовала объяснения. Ильин в панике схватил телефон и позвонил в полицию. Немедленно в морг. 2 ребенка. Они живы. Срочно. Это экстренный случай. Но, чтобы понять, как они сюда попали, нужно вернуться на несколько недель назад, когда в этом городе происходили события за пределами обычного расследования. В пригородном районе стоял большой кирпичный дом, утопающий в зелени, как живой орган времени. В нем жили Виктор, вдовец, его сыновья-близнецы Артем и Алексей, его новая жена Наталья и ее мать Тамара.
После смерти первой жены Виктор надеялся обрести вторую семью, где была бы любовь и доверие, которое он упорно искал после утраты. Наталья казалась доброй и внимательной, наделенной легкой улыбкой и терпеливыми манерами, которые заставляли людей думать, что она — идеальная жена и мать. Тамара, напротив, была властной и холодной. Она не любила детей, и это чувство тщательно скрывала за маской заботливой бабушки, которая всегда казалась вежливой и сдержанной. Все верили в эту иллюзию. Но за закрытыми дверями Наталья говорила матери: «Я устала. Эти дети не мои, а муж только и делает, что бегает вокруг них. Они отнимают у меня все». Тамара кивала. В ее голосе всегда звучало ледяное спокойствие. «Значит, нужно убрать их с дороги. Я знаю средства. Старинный настой, без вкуса, без запаха, проверено». Наталья колебалась, но жадность и зависть пересилили. На следующий ужин она добавила каплю прозрачной жидкости в любимый десерт мальчиков. Артём съел больше. Уже через час он почувствовал себя плохо. Рвота, судороги, слабость. Виктор вызвал врача, когда Артёму стало совсем плохо. У мальчика начались сильные боли в животе, озноб и рвота. Медик тщательно осмотрел ребенка, взял анализы и выписал направление в клинику, но не смог установить точную причину. Диагноз звучал как «острое пищевое отравление неустановленного происхождения». Все продукты в холодильнике были проверены, ничего подозрительного. Все выглядело свежим и обычным. Врач предположил, что это мог быть вирус или аллергическая реакция. Пока Артём лежал бледный и ослабевший в своей постели, Виктор не отходил от него ни на шаг. Наталья же, наоборот, как будто нарочно разыгрывала роль заботливой мачехи. Приносила теплые компрессы, гладила мальчика по волосам, уговаривала выпить травяной чай, который якобы помогал от боли. Ее голос звучал мягко, но в ее глазах не было ни капли страха или сострадания. А Тамара в это время хлопотала на кухне, будто ни в чем не бывало. Она настаивала, что здоровье мальчика нужно поддержать питательной пищей, и каждый день готовила свежие блюда — супы, рагу, каши. Но все они готовились с особенной осторожностью. Она сама выбирала посуду, следила, чтобы никто не подходил близко, и никогда не пробовала еду на вкус. Наталья поддерживала ее, утверждая, что бабушка лучше всех знает, как накормить больного ребенка. На самом деле все эти блюда содержали ту самую прозрачную жидкость, каплю которой хватало, чтобы продолжить незаметное, но систематическое отравление. Ильина занимала не только то, что произошло с Артёмом и Алексей, но и почему такая цепочка коварства оказалась в их доме, что за история привела к таким путям и решениям в семье. На следующий день Алексей тоже заболел. Близнецы начали подозревать неладное. Когда Артём начал чувствовать себя лучше после того, как отказался от еды, приготовленной бабушкой, они решили действовать. Подменяли тарелки, выбрасывали пищу, делали вид, что едят. Все указывало на то, что яд попадал только в те блюда, что готовили Наталья и Тамара. Однажды, услышав разговор между ними, мальчики убедились — их хотят убить. Тогда они решились на отчаянный план — инсценировать смерть. Они украли пузырек с ядом, заменили содержимое на снотворное, которое нашли в аптечке. Потом, в день решающего ужина, они съели подмененный десерт и уснули. План сработал. Наталья и Тамара, увидев их бледные лица и слабое дыхание, были уверены, что яд подействовал. Виктор был в отчаянии. Он хотел верить в доброту своей жены, хотел верить, что у него есть семья, которая поддержит его в трудные времена. Но слова сыновей, найденные флаконы и анализ содержимого не оставили сомнений. Тамара, осознав, что дело раскрыто, в панике схватила пузырек с успокоительным
и выпила его. Она не знала, что в нем был тот самый яд. Через несколько минут она в муках умерла. Наталья попыталась все отрицать, но улики, отпечатки пальцев и свидетельства сыновей погубили ее. Она была арестована прямо в доме. В суде она молчала. Приговор — пожизненное заключение. Виктор остался один с детьми. Он продал дом и начал все заново. Переехал в другую часть города. Он продолжал жить с мыслью, что справедливая расплата не обязательно приходит немедленно, но обязательно приходит вовремя, и он был полон решимости построить новую главу своей жизни. Там, во время одной из консультаций в больнице, он снова встретил Марину. Она уже закончила интернатуру и стала патологоанатомом. Между ними возникла теплая дружба, а потом и большее. Их общие ночные смены превратились в долгие разговоры о судьбах, которые их нашли в этом городе, и в истории, которую они не смогли забыть. Вскоре они стали семьей, и их совместная работа превратилась в крепкую связь, наполненную доверием и взаимной поддержкой. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.